Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Осень 2025, октябрь-ноябрь, 2 месяца. Этот период осени концентрирует нас на собственном благополучии. Вопросы дома, вопросы пары, вопросы семьи и финансов– основная задача нашего благополучия, по сути дела. И, наверное, цель– это пройти какой-то завершающий этап невидимой адаптации и организовать свой личный островок безопасности, личный островок уюта, покоя в этом бушующем океане из тысячи неизвестностей. Представьте себя, мои дорогие девы, включите воображение, что вы словно библейский герой Ной на своем ковчеге. Вот это то время, понятно, когда именно какие-то бушующие волны, берегов не видно, еще тысячи неопределенностей. И понятно, что, находясь в таком состоянии, мы не будем в этот период сносить палубу и строить новую, или мачту там, да. Скорее мы будем что-то латать, ремонтировать, чинить. Вот чем-то похож этот период, поэтому я взяла такую аллегорию. Нам приходится довольствоваться или пользоваться теми инструментами, которые есть, и вещами теми или достижениями, которыми мы уже располагаем. Но, тем не менее, это с каким-то далеким прицелом. Ну, вот у вас хорошо работает воображение, мои дорогие. Я знаю, ваша планета управитель Меркурий вам как раз дает возможность увидеть на несколько шагов вперед. Вот мы ж чего-то пока не видим. И, наверное, какие-то процессы, которые были уже запущены до этого времени, нам будет объявлено. Я вот так вот всегда говорю, да, но на все мы буквально не влияем, мы только на свой ковчег. Ну, и именно этот ковчег– основная тема наших задач, нашего благополучия, изобилия, процветания. Вот в таком ключе я вижу октябрь и ноябрь. Декабрь, честно говоря, забегая немного вперед, я вижу в более спокойных энергиях то, что мы сумеем уже сложить в какой-то единый узор в течение октября и ноября. С тем же мы останемся и в декабре. Ну а 2026 год огненной лошади, во многом непредсказуемый год. Тут даже, честно говоря, как-то с опаской берусь делать прогнозы. Есть такой момент. Понятно, они будут, но погрешности может быть очень много. Это на самом деле так. Ладно, идем с вами вперед. И на картах пасьянса я знаю, что те, кто смотрит мои видео на Таро Инспирационе, именно любят пасьянсы. Да, события вот 2 месяцев, пусть нам они кульминацию покажут. Вот карты, да. И первый ряд, 5 карт, я не вижу совпадений. Идем, а нет, вижу. Какие-то пустые разговоры. Ну, может быть, там кто-то вас там увлекать, завлекать будет. Или пытаться втянуть в какую-то бесполезную полемику. Такое я тоже допускаю. Смотрим для дев. Начало, может быть, октября, оно такое неспешное. Новые знакомства, новые связи. Кстати, планетарный гороскоп нам дает подсказку: строй правильные социальные связи. Тебе это тоже может каким-то образом пригодиться, даже где-то туда, далеко вперед, на 26-й год, а то еще и дальше. Это хоть изображена цыганка, но вообще это прописано лицо. Именно тот человек, которого мы знаем недостаточно хорошо. Это может быть чиновник, почему нет? Или это может быть какой-то кратковременный контакт. Может быть, и новое знакомство, тоже не отрицаю. Может быть, и при дороге. Ну, конечно, значения могут просто быть сами по себе, есть и новые контакты, но есть еще какие-то пути-дорожки. Хотя для кого-то из вас это может быть и далекая дорога. Тут уже вы перекладываете на себя. Но явно драйв какой-то будет. Возможно, это вы будете собираться куда-то в переезд или далекую какую-то поездку, просто как сборы, что-то просчитывать, узнавать. Ну, как будто есть соприкосновение с дорогами или планируемыми какие-то перемещения, поездки, может быть, недолгие маршруты. Итак, смотрим весь пасьянс, что у нас совпало. И мы можем также сложить по вертикали и по горизонтали в крайних рядах. В самом начале, мои дорогие девы, нам говорят добрые перемены.
Добрые перемены и, видимо, такие не очень торопливые, неспешные. Все же вижу так. Потому что, когда с самого начала уже вижу по практике сразу вот, ну, не сходится сразу несколько значений, то значит, это в каком-то спокойном режиме более. Ну, и само значение часы, оно такое, знаете, превосходное, потому что превосходное в хорошем значении, волшебное, я бы сказала. Потому что добрые перемены, то есть на пороге практически, вы уже в них находитесь. Да, какие-то пустые разговоры могут быть, или вас кто-то может отвлекать, например, такими разговорами. Но, наверное, как вот в той поговорке: собака лает, караван идет. И вот и так же и вы будете, мои дорогие девы. Сложно деву с пути истинного свести. Это в вашем случае сильная сторона. Наверное, как по Меркурию, переключаться с одной темы на другую, рассматривать разные варианты — это благо. Но ваш знак зодиака, у вас именно так Меркурий и проигрывается в отношении вас. У вас нет таких энергий, что заодно взялся, что-то там сделал на полдороги, бросил, а ладно, возьмусь за что-то другое. Вам это не свойственно. И в этом ваша сила. Потому что тут надо будет как и переключаться на какие-то новые, может быть, возможности или видеть какие-то альтернативные варианты. Но все-таки мы говорим о благополучии, поэтому есть то, что нужно, ну, где-то и удерживать, не без этого. И смотрю, что у вас еще совпало. Я не вижу больше совпадений, правда. Но то, что совпало, оно очень так знаково. Добрые перемены, дороги, новые люди. Ну и пусть пустые разговоры, ну и ладно, может быть, нам нравится. Ну так, иногда поговорить и потом забыть. Может быть, это в дорогах пустые разговоры. Так тоже бывает. Ну, когда мы садимся, допустим, в поезд, да, и куда-то едем, или в самолет, случайные попутчики, случайная какая-то беседа, которая нас ни к чему не обязывает. Мы знаем, что мы первый и последний раз видим человека, хотя вот кто знает, начнется с пустых разговоров в каком-нибудь самолете или поезде, а потом продолжение при этой дороге будет следовать. И это я тоже предполагаю, поэтому будьте внимательны, кто знает, может быть, именно в дороге произойдет какой-то, ну, знаете, случайный разговор, вот ни к чему не обязывающий, когда мы начинаем его легко, потому что мы знаем, ну, видим сегодня этого человека, а через 5 минут наши рейсы, как мы разлетелись в разные стороны, да, ну, вот что-то такое. А кто знает, начнется с какой-то легкости, а продолжится очень серьезно. И правда, у кого-то может быть встреча в дороге, потому что, смотрите, ведь часы, добрые перемены как будто предшествуют всем остальным значениям. На октябрь-ноябрь. Будьте внимательны. Ладно. И мы с вами рассмотрим по 3 основным сферам жизни, с учетом всего того, что я говорила еще до карт. И первая позиция — любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом для дев. Вот есть какое-то сожаление по прошлому. Но это прошлое, мои дорогие. Всегда говорю по 5 кубков. Мелкая карта. Ну, такая, вот, знаете, как заноза. Уже это все случилось, все произошло, а мы почему-то еще помним. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Лучше, чем Клаудио Пенера. Не сказал никто, по-моему, по 5 кубков. Но это я так, по крайней мере, ее вижу. Можно не соглашаться, моя только интерпретация. Отшельник, ну вы немножко сами по себе. А вы знаете, может быть, выход из этого отшельника, из одиночества. Вот, кстати, знакомство, я только что об этом говорила. Я могу сказать так, для тех, кто из вас один или одна, возможность познакомиться точно будет. Пространство вам помогает, но никто не мешает. Вы сами, мои дорогие девы, управляете лодкой своей судьбы, ну или кораблем, или ковчегом. У кого что, давайте посмотрим еще. Ну, куда-то вы тут собираетесь, или, вы знаете, вы просто можете быть, как фильтруете свое окружение. По рыцарю Пентакли мы как раз что-то детализируем, пересматриваем. Мы пересматриваем то, что должно быть продолжено. Кто с нами готов пройти какой-то путь, именно нас сопровождать. Не быть где-то при нас, да, и пользоваться какими-то благами. Нет, это те, которые с нами готовы быть в минуту достаточно сложную, ведь отшельник — это дервиш. Это, по сути дела, для него деньги не имеют значения. У него какая-то высшая идея. Миссия ваша, мои дорогие девы. И он очень внимателен к окружению. По сути, он готов идти один. Но если мы все-таки говорим, это лишь карты.
а мы говорим о нашей с вами жизни. Была какая-то минусовая история, ну что? Ну, куда же без нее? И очень у многих такое проигрывается. Но это не значит, что мы жизнь свою поставили на бесконечную паузу. Мы идем вперед. И вот если мы идем вперед, тогда и новые возможности нам выходят как будто по судьбе навстречу. Примите это во внимание. Для вас это будет особенно актуально. Ну а для тех, кто в паре, может быть, мои дорогие девы, это вам придется такое мудрое Соломоново решение принимать даже по части вашей семьи, по части детей или по части какого-то конкретного известия, которое вы услышите. Может быть, это известие, которое вам кто-то из знакомых, близких, из друзей принес. Вообще какая-то денежная ситуация и вопросы дома. Десятка пентаклей. Откуда к нам приходят деньги, в каком количестве. И жилье конкретно. Имущество в целом, я бы сказала, движимое, недвижимое. Все то, что мы можем в конечном итоге свести к эквиваленту деньги. Может быть, у кого-то депозиты, там вопросы с банками. Это все как бы суммируется в целом или добавляется в личную жизнь. Но если сказать, это на личную жизнь, правда, самая добрая карта. Причем это не только эмоции, да, это еще и какие-то блага мирские, мои дорогие. И вот смотрите, это колода Чаромаркетти. И нам показаны мыши. И причем мыши, это ведь знаете как? Тут надо, с одной стороны, быть внимательному, безусловно. Нам не показали однозначно, как будто, да. Если мы берем китайскую мифологию, кто такая мышь, крыса, это та как раз тут... У нас почему-то это более такой, ну, не совсем позитивный персонаж. А если мы берем китайскую мифологию, философию в целом, это как раз те, которые умеют сохранять. Вот. Это те, которые вот как, ну, пусть в какую-то свою кубышку, в свою норку тянут, но это именно на сохранение какое-то правильное, на правильное пользование, может быть, и накопительство. Вот этот момент тоже примите во внимание. Но на всякий случай не замечтайтесь, будьте внимательны к финансам тоже. Может быть, банально кто-то вас уговорит из близких приобрести какую-то вещь, которая, ну, может быть, такая вау, из разряда какого-то шика. Или пусть не шика, но, знаете, по надобности второстепенно. А вот очень хотелось иметь. Можно такое приобрести, а потом думать, а зачем это вообще надо было именно теперь? Ну, как-то вот, видимо, вам придется все же действительно быть основной направляющей силой, причем так мудро, с мудрым руководством по части личной жизни, любви, взаимоотношений или, может быть, только зарождающихся взаимоотношений. Давайте совет для дев. Вообще не отказывайся от нового, между прочим. Или имеется в виду обновление ваших отношений для тех, кто в паре. Совет, прислушайся, может быть, буквально к детям или тем, кто моложе. Хотя у кого-то это может быть знакомство с человеком, который моложе вас. Всегда паш– это еще и какая-то весть. Поэтому новое знакомство вполне может быть. Для кого это актуально, но это не мы сами должны, я уже говорила, как-то расширять диапазон своих контактов, иначе судьба нас не найдет, не надейтесь. Поэтому тут надо все же самому так вот вдумчиво, как тот отшельник, никто не мешает, но первые шаги, пусть неспешные, нужно сделать все же самому. Хотя вполне вероятно, где-то ориентируйся именно на тех, кто более моложе, может быть, какие-то здравые мысли, дельные советы они будут говорить. Я вот этого тоже не исключаю. Вообще, это карта хорошего настроения. Поддерживай вот эту эмпатию, поддерживай гармонию. Это тоже как совет можно воспринимать. И, в принципе, это как будто жди добрых вестей. Ладно. Вопросы дома. Что в доме? Давайте узнаем. Вот нам десятка пентаклей уже выпала. Я сказала, что это на дом, на семью прекрасная карта. Да, праздник какой-то, мои дорогие. Давайте достанем несколько, чтобы понимать. Праздник, но при выборе у кого-то из вас, мои дорогие девы, любовный треугольник. Сочетание этих двух карт как выбор между партнером. Может быть, партнерами, когда вот третий лишний. А может быть, это может такая еще быть ситуация, об этом нам карты говорят, что была какая-то ссора прежде. Ну, это с вашими уже знакомыми, может быть,
близкие люди, может быть, вы проживали вместе, у кого-то в семье это, да. И сепарация только иллюзия. Здесь скорее что-то продолжаться должно. И если это даже в любовный треугольник, значит, ну, увы, тут тоже нужно делать какой-то выбор, понимаете? Тут вы не можете себе наступить как будто на горло. Вот смотрите, ожидания. Может быть, это вы чего-то ждете, может быть, и вас, вашего решения кто-то ждет. Это карта любящего человека. А вообще-то выпадают у нас две дамы. Но смотрите, тут будет, безусловно, по-разному. У кого-то любовный треугольник. Это на самом деле так. И тогда нужно делать либо самому выбор, или самой, или этот выбор может сделать другой человек. Имеется в виду, к примеру, всегда, когда трое, да, а один, он как вот из этих троих, он как, ну, причина вот этой сложной ситуации. Может быть, как и мужчина, так и женщина. И это именно из-за его действий или бездействия двое других, либо мужчин, либо женщин, остаются вот в таком подвешенном состоянии. Поэтому, если это вы понимаете, что это вы, к примеру, человек семейный, но, увы, бывает и такое, почему нет, любовь идет под разными флагами и приходит к нам в самые неожиданные периоды жизни. И если все же, да, это состоялось, да, вы влюбились, а у вас и семья, и дети, или, может быть, просто нет ни семьи, ни детей, но прежние какие-то контакты, вы еще их тоже не завершили. Скорее всего, вам придется делать выбор. Иначе кто-то из вот двух, допустим, которых вы знаете, кто-то сам сделает выбор. Понравится он ли вам, неизвестно. Но здесь выпадает отчасти ваша карта, поэтому, мои дорогие девочки, здесь тогда, возможно, это именно вам нужно делать выбор. Мои дорогие мужчины нам здесь говорят, что, скорее всего, какая-то женщина ждет, а потом перестанет. Ну, это такая подсказка, хотя вообще на вопросы дома по королеве Пентакли это часто сигнификатор именно вас или людей, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. И включает она в себя сразу много таких важных составляющих, потому что это как и хранительница домашнего очага. Иногда это олицетворение супруги или близкой женщины, хотя королева кубков в том числе. Но если по королеве кубков это эмоции, а здесь идет какая-то конкретика, благополучие, потому что королева Пентакли удивительный такой персонаж в колоде Таро, который не станет, к примеру, пенять мужа, когда у него дела идут, ну, так себе. Она сама пойдет работать или найдет способы заработка. Она не сидит без дела, она сама строит кирпичик за кирпичиком свое благополучие. Она очень такой творческий человек, она умеет свои планы воплощать в жизнь. Не случайно есть значение. Сказку сделать былью. Это вот про королеву Пентаклей. Поэтому тут какая-то особенная роль женщины, мои дорогие мужчины. Может быть, две женщины. И обе очень привлекательны. И сложный выбор. Но, видимо, выбор все-таки есть, понимаете? Может быть, это просто примириться, да? И обсудить какие-то более конкретные дела, вопросы, вывести отношения на новый уровень, у кого-то и так проиграется, или обустроить какие-то домашние дела, вопросы. И вот королева Пентаклей в данном случае у вас есть все возможности, но кто-то ведь может и не сделать этот выбор, или я еще там что-то подожду, или не могу я определиться. Но тогда все то, что я сказала, примите к сведению на вопросы дома. Хорошо, что в доме карта совет. Все-таки нам тут про семью. И, конечно, каждый из нас будет определять, что есть, по-вашему, семья, ценности семейные. Правда, они в каждой семье тоже по-разному. А у кого-то, мои дорогие, может быть, какая-то была затянувшаяся история с ожиданиями. Ожидание приезда родственника, ожидание каких-то добрых вестей, может быть, ожидание переезда с семьей, кстати, или собирались ехать в одно место, а поедете в другое. По аркану влюбленная иногда такое бывает. Все-таки выбор, да? И мы можем тут что-то переиграть, мои дорогие, потому что какая-то тема на злобу дня или реальность все-таки это у нас по королеве Пентакли, она реалистка, она дает больше каких-то шансов, больше возможностей. Но завершающая карта, десятка кубков, она предвещает что-то приятное, мои дорогие, это точно. Ну, даже сложную тему, давайте так скажем, по дому можно решить. Причем прекрасно решить. Или
вы останетесь этим довольны. Но все же ваше какое-то решение, может быть, и дипломатия где-то потребуется, но возможности, каков был, сложности не был вопрос, они есть. Вообще, я должна сказать, на личную жизнь и на вопросы дома. Самые лучшие карты. Десятка кубков и десятка пентаклей. Финансы давайте узнаем. Что нам там про финансы? Октябрь, ноябрь для дев. Хотя финансы есть, финансы будут, нам об этом сказали. Вот смотрите, выбор может быть, некоторая путаница, да, две двойки. Ну, тут опять какая-то ситуация, как будто запутанная, типа какой-то конфуз, либо вам приходится долгое время по финансам иметь две работы. Буквально, может быть, и вкалывать на этих двух работах, а уже сил нет. И получается какая-то путаница просто из-за усталости, когда я уже, меня и не там, и не тут, как будто не хватает. Может быть, вынуждены были какое-то время, и, скорее всего, вы будете принимать решения. Всегда королева мечей, она себя сохраняет, безусловно. Но это карта независимого человека и интеллектуала. Причем та независимость, которую никому никто не доказывает. Планы где-то больше в тайне. Но есть такой момент, потому что это же у нас прообраз Юдифи. И эта королева мечей сама просчитывает. Допустим, если что-то пойдет не так, что я буду делать? Она надеется на себя. А если там какие-то нюансы добавятся неожиданные, хорошо, тогда я буду что делать? А если вообще все перевернется с ног на голову? Как я буду выходить из этого положения? Она себе задает эти вопросы. Вот что-то подобное у вас может быть по финансам, потому что вам нужно определиться. Ого, а тут рядом император. Вообще это карта статуса. Карта может говорить еще и о том, что вы будете на выборе, потому что будет возможность сделать карьеру. И тут и дела семьи, дома, и карьера. И может быть вот этот самый выбор, когда к вам вот эта возможность приходит, это как улучшается ваш статус, и с ним финансы приходят больше. Но может быть от вас это потребует и еще больше занятости, и вы будете определяться. Да, с одной стороны, больше власти в ваших руках. А с другой стороны, ответственности больше. Тут ведь оно ведь только так и получается у нас, мои дорогие девы. Возможно, это у вас будет больше контактов с вышестоящими персонами, и это каким-то образом будет очень хорошо влиять на ваш финансовый статус или возможности по финансам тоже. Значит, договоренностей будет, скорее всего, каких-то много, обсуждений, может быть, с руководством, а то и руководством руководства на каком-то высоком уровне. Может быть, буквально кто-то из вас по финансам решает вопросы, ну, к примеру, с налоговой, или вы узнаете, как работает в отношении вас закон. Желаете открыть свое, к примеру, дело, да, и тоже, как это оформить, как это сделать по закону. Все же это у нас закон, власть, порядок, какая-то система и иерархия. Когда выпадает император, мы против власти не идем. Нет. Вот сложилось? Ну, значит, сложилось. Работаем с тем, что есть. И власть уважаем. Против шерсти сильных мира сего, ну или, скажем, руководителей мы точно не гладим. Хотя мы во многих вещах можем не соглашаться. И вот есть один такой нюанс, все-таки это у вас на финансы, а я, тем не менее, скажу. Вот посмотрите, нам показано, мы говорим, интеллект, решение. И понятно, одно решение, вот как из этой путаницы было два меча, у королевы один меч. То есть она готова от чего-то отказаться, потому что не видит ни перспектив, ни ну, надобности в чем-то. И замечтаться все-таки мы не можем. Посмотрите, много птичек. И птица – это всегда информация, новость, может быть, разрозненная информация. И вот таких голубков, которые, ну, голубь символ мира, да, та птица, которая несет свет, мир, радость, спокойствие. И вот одна из маленьких птичек наивных подлетела к кошке. Какой милый зверь. Она не видит в кошке опасности, угрозы, а мы знаем, что бросок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Не рискуйте собой, мои дорогие девы, по части финансов тоже. Давайте достанем совет.
А ведь и правда будет какая-то новость, причем такая новость, которая сродни трансформации. Иногда, пусть не в этой колоде, но восьмерка жезлов – это у нас и скорость, и новости, и неожиданная информация, буквально неожиданный какой-то пакет документов, такое тоже может быть. Но это, знаете, как новая точка отсчета, но она предполагает и точку невозврата. Есть какой-то момент, который вас буквально перестраивает на что-то новое, и это на финансы. Правда, у кого-то возможность построить карьеру или как-то очень какой-то правильный диалог, может быть, с нужным человеком встретиться и изменить статус, изменить свое финансовое положение. Начинается все с малого, как с информации, с самой по себе возможности. Куй железо пока горячо, будем говорить. Вот такой совет. Буквально почему? Потому что не опоздать как будто, ведь эта карта несет скорость. Не отложи что-то на завтра. Буквально. Вот сегодня проясняй, каким образом, ищи дополнительную информацию. Или если нужно, тебя куда-то приглашают, оставь свою какую-то рутину и именно теперь включись в какое-то дело или вопрос. А все остальное как будто это второстепенно. Приготовьтесь по финансам, что-то подобное у вас может быть. И если мы правильно вот так по времени даже сориентируемся, тогда у нас больше возможностей. Не упустите, потому что часто эта карта несет очень положительный момент такой, или элемент успешности, или успеха, или возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, поддерживаете мой канал. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.